Подводя итоги 2025 года, можно сказать без преувеличений, это был один из самых насыщенных и показательных периодов за всю историю криптовалют. Именно в этом году окончательно стало понятно, как теперь устроена криптоиндустрия, кто в ней принимает решения и по каким правилам она будет существовать дальше. Вы на Crypto.ru, канале главного крипторесурса в Рунете. Подпишитесь, чтобы не пропускать наши новые видео. Мы рассказываем о крипте простым языком. Начнем с того, что по-прежнему остается центром всей экосистемы – с биткоина. В течение года BTC несколько раз обновлял исторические максимумы. Летом цена уверенно закрепилась выше отметки $120 тысяч, а осенью рынок вплотную подходил к зоне 125 тысяч за монету. При этом ключевым моментом была не сама цифра, а характер движения. Рост не сопровождался резкими импульсами или хаотичными всплесками объемов. Основные движения формировались постепенно, на фоне стабильного спроса. Крупнейшие объемы проходили в американскую торговую сессию, именно тогда, когда активны институциональные игроки. ETF на биткоин стали базовой частью рынка, через которую регулярно заходил капитал. Фонды, управляющие компании и институциональные инвесторы использовали эти инструменты как стандартный способ экспозиции на биткоин. В результате рынок выглядел более предсказуемым и менее зависимым от розничной эйфории, чем в предыдущих циклах. Одним из ключевых событий года стало принятие в США федерального закона, регулирующего рынок стейблкоинов. В июле документ вступил в силу. Закон установил требования к резервному обеспечению, прозрачности и регулярной отчетности эмитентов. Фактически, это был первый случай, когда стейблкоины получили четкое определение на уровне федерального законодательства. Для рынка это означало переход от неопределенности к формальным правилам. Последствия не заставили себя ждать. Крупные эмитенты получили возможность масштабировать бизнес в правовом поле. Мелкие проекты столкнулись с необходимостью либо соответствовать новым требованиям, либо покинуть рынок. А в Европе 2025 год стал годом практического применения регламента MiCA. Если ранее он обсуждался как будущая мера, то теперь начал реально влиять на работу бирж и провайдеров услуг. Площадки пересматривали листинги, меняли условия работы с клиентами и адаптировали внутренние процессы под требования регуляторов. В результате рынок стал более фрагментированным по регионам, а доступность отдельных активов начала зависеть от юрисдикции пользователя. Технологически год не был революционным, но стал важным с точки зрения устойчивого развития. В мае Ethereum активировал обновление Pectra. Апгрейд был направлен на оптимизацию работы сети, снижение нагрузки на инфраструктуру и подготовку к следующим этапам масштабирования. Это обновление не сопровождалось резкими движениями цены, но имело практическое значение для разработчиков и сервисов. В течение года сооснователь Виталик Бутерин неоднократно высказывался о приоритетах развития сети. А основной акцент на технические вопросы: упрощение работы узлов, повышение приватности пользователей и снижение требований к хранению состояния сети. В уходящем году Ethereum все больше воспринимался не как объект спекуляций, а как технологическая платформа, вокруг которой строятся долгосрочные продукты. 2025 год стал рекордным по количеству и объему сделок в криптоиндустрии. Крупные компании активно покупали инфраструктурные проекты, брокеров и торговые платформы. Coinbase объявила о крупнейшем приобретении в истории отрасли, купив Deribit за $2,9 миллиарда. Kraken приобрела NinjaTrader за $1,5 миллиарда. Ripple купила брокерскую платформу Hidden Road за $1 миллиард 250 миллионов. Параллельно несколько криптокомпаний вышли на публичные рынки и заявили о подготовке к IPO. Это окончательно сблизило криптоиндустрию с традиционным финансовым сектором. В 2025-м крупные управляющие компании наконец всерьез взялись за блокчейн. BlackRock выпустил Beetle – собственный токенизированный фонд денежного рынка, который за год собрал более $2 миллиардов. Franklin Templeton тоже запустили похожий продукт. Институционалы стали использовать токенизированные казначейские облигации как залог в DeFi. Расчеты, которые раньше шли 2 дня, теперь проходят за минуты. Протоколы вроде Aave и MakerDAO начали принимать эти активы.
Традиционные финансы уверенно перебираются на блокчейн. В 2025 году розничный сегмент крипторынка заметно потерял влияние на общую динамику. Мемкоины по-прежнему запускались десятками и периодически попадали в новостную ленту, но их эффект был локальным и краткосрочным. В отличие от прошлых циклов, всплески интереса к мемкоинам почти не отражались на движении всего рынка. Даже резонансные запуски не приводили к масштабному перераспределению ликвидности. Объемы концентрировались внутри отдельных экосистем и быстро сходили на нет. Характерный момент – рост биткоина и крупных альткоинов происходил независимо от активности розницы. В прошлых циклах именно мемкоины часто становились индикатором перегрева рынка. В ушедшем году этого эффекта практически не наблюдалось. Розничные трейдеры продолжали спекулировать, но уже не определяли направление рынка. Основные потоки капитала формировались через ETF, институциональные продукты и крупные сделки. Мемкоины превратились из драйвера цикла в побочный шум, не влияющий на общую картину. Рост капитализации и объемов торгов в 2025-м сопровождался резким ростом потерь и взломов. По итогам года совокупный ущерб от атак на криптоплатформы и протоколы исчисляется несколькими миллиардами долларов. Крупнейшим инцидентом стал хакинг централизованной биржи Bybit. В результате злоумышленники похитили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. И это один из самых масштабных взломов за всю историю крипторынка. Атака подорвала доверие пользователей к децентрализованным площадкам, даже несмотря на последующие компенсации. Помимо этого, в течение года фиксировались атаки на DeFi протоколы, кросс-чейн-мосты и региональные биржи. Один из наиболее резонансных случаев произошел с иранской платформой Nobitex, где в результате атаки были утрачены десятки миллионов долларов. Общей чертой большинства инцидентов стали либо ошибки в архитектуре, либо компрометация ключей доступа. Ушедший год наглядно показал, что масштаб бизнеса больше не гарантирует защиту, а уязвимости на инфраструктурном уровне могут иметь системные последствия. Для пользователей и институциональных клиентов безопасность стала одним из ключевых критериев оценки проектов. Все чаще внимание смешалось с доходности и маркетинга на аудит кода, внутренние процессы и управление рисками. В 2025 году крипторынок окончательно оформился как глобальная система с четким региональным распределением ролей. Разные части мира выполняли разные функции в общей экосистеме. США в течение года сосредоточились на формировании регуляторной базы, принятии закона о стейблкоинах, развитии ETF-продуктов и рост институционального участия закрепили за американским рынком статус центра институционального капитала. Европа делала акцент на регулировании и комплаенсе. Внедрение MiCA привело к унификации правил, но одновременно сделало рынок более жестким для участников. Доступность отдельных активов все чаще зависела от соответствия регуляторным требованиям. Азия оставалась основным центром розничной активности. Несмотря на снижение влияния розницы на глобальные тренды, именно азиатские рынки сохраняли высокие объемы спотовой торговли и активности частных трейдеров. Отдельно выделялся Ближний Восток. В 2025 году регион усилил позиции как площадка для институциональных криптопроектов. Благоприятные налоговые условия, понятные правила и приток капитала сделали его одной из ключевых точек роста для инфраструктурных компаний и фондов. В результате крипторынок перестал быть единым пространством, юрисдикционная конкуренция стала важным фактором распределения капитала, а география начала напрямую влиять на доступ к продуктам и услугам. В течение 2025 года общая капитализация крипторынка в отдельные периоды приблизилась к 4 триллионам долларов. Рынок функционировал в условиях постоянного притока институционального капитала, усиления регулирования и роста требований к инфраструктуре. Криптовалюта окончательно перестала быть изолированной экосистемой. Она стала частью глобальной финансовой системы с теми же вызовами, ответственностью и последствиями. Как сегодня зарабатывают на майнинге биткоина? Почему 99% всех майнеров в мире объединяются в пулы и получают стабильный доход каждый день? На эти и другие вопросы о майнинг-пулах мы отвечаем в другом видео, которое уже на канале. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пока!